Смарт-часы с привлекательным дизайном, отличными материалами и трансфлективным экраном, который покрыт сапфировым стеклом. Помимо вышеперечисленного, часы имеют водонепроницаемость 5 атмосфер, 16 видов тренировок и плавательные тренировки в наличии. Отличный мониторинг здоровья и отслеживание сна, GPS-навигации и великолепная автономность. Возможность подключать наушники или нагрудный датчик, как вы уже догадались, сейчас пойдет речь о часах Xiaomi Amazfit Stratos Plus. Но все ли так хорошо, как заявляет производитель? Спойлер, да, на эти часы у меня уже был обзор, и о них я сейчас вам расскажу через довольно продолжительное время после очень многих их обновлений. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, примерно 5600 рублей мне обошлись эти просто чумовые часы. Почему чумовые? Потому что когда-то я их покупал за 14 тысяч. В чем их главная особенность? Первая особенность в том, что их любят носить мужчины, большие и не очень, но в основном крупные. Почему? Потому что эти часы крупные. И второе, их любят спортсмены. Почему? Потому что за этот ценник получить часы полноценные с внутренней памятью, возможностью подключения нагрудника. Помимо этого, можно, разумеется, отслеживать по GPS, куда вы бежите. И еще очень много всего. И основное, это не просто стратосы. Это не просто Amazfit Pace, потом стратосы. Это Stratos Plus. То есть вот эта штучка, это уже премиальная версия, которую я себе когда-то, когда их выпустили, позволить не мог. Она была ультра дорогой, ее было не получить. И царапинки на ней практически никогда не остаются. Вот как эта штука выглядела. Меня они радуют. Кожаный ремешок, вполне возможно кожзам, буду разбираться. Внешний вид 100 из 100, нового ты ничего не придумаешь. Понятно, что здесь нет безеля, понятно, что а-ля карбон это такое себе, но на руке это выглядит классно. Убейте меня, если это не так. Я так часто их вижу на народе, что ничего удивительного, что их много кто покупает. Внутри у нас вот в этой вот маленькой упаковочке не особо радующий меня кабель. Почему? Потому что он не разборный. Ничего сюда больше вниз не запихали, коробочка такая, и надеюсь, что здесь есть силиконовый еще ремешок. Да, барабанная дробь, все, что необходимо, здесь имеется. Силиконовый ремешок на борту, документация, которая нам не нужна, вы просто подключите их к программе и будете радоваться. Да, трансфлективный дисплей, но основная его особенность в том, что на улице его видно лучше, чем в темноте. Это не значит, что в темноте его не видно. Дело в том, что этот тип дисплея отражает солнечные лучи. И следующий немаловажный момент, неплохая автономность для спорта. Это вам не Apple Watch, ежедневно вам не придется это дело заряжать. Что поменялось с момента моего последнего обзора, вы узнаете. Возможно, куплю еще Stratos 3. Особенно эпичного Amazfit был Amazfit X, который я когда-то видел по 26 тысяч, делая на него обзор. А сейчас он выходил по 24 тысячи, в телеграм-канале скидок я скидывал. И одно только то, что ты можешь его купить где-то 4-6, а выглядит он минимум на 20. Ну, классно. Вот это дело с удовольствием еще раз протестирую, посмотрю, что они сделали с ПО, и, возможно, потом кому-то даже подарю. Почему? Потому что сапфировое стекло — это вещь. Любой человек с часами вам скажет, а когда ты это дело приобретаешь дешевле, чем за $100, ну, серьезно, ну, классно же ж. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Скоро выйдет Mi Band 7, Huawei Band 7 я уже заказал, так что буду разыгрывать что-то из них. Не забываем подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, 12 тысяч человек, и телеграм-канал скидок 47 тысяч. Туда скидываю все новенькое, что купил. А купил я ого-го сколько много всего. Плюс рассказываю, как дешевле покупать на Али. Даже сейчас можно по курсу 66 покупать через Киви. Поставляются часы в одном варианте расцветки, который вы можете наблюдать на экране. Есть версия не плюс, она без сапфирового стекла. Дизайн у них, как у большинства моделей линейки Stratos. Выделяется данная модель корпусом, который выполнен под карбон, и зеркальной окантовкой с выпуклым стеклом. На мужской руке выглядит отлично, а на женской руке, как по мне, они выглядят не очень из-за своих габаритов. Корпус выполнен из нержавеющей стали, поликарбоната, керамики, стекловолокна и стекла. Габариты их составляют 50 на 48 на 15 мм. Вес вместе с силиконовым ремешком внушительный, 73 грамма. Ремешков в комплекте 2, силиконовый ремешок и кожаный. Оба ремешка по качеству хорошие, и в ширину они 22 мм. Я по большей части использовал силиконовый ремешок, дискомфорта при носке часы
часы не доставляли. Спать в них лично мне было не совсем удобно. Далее на корпусе расположили с тыльной части 4 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, к слову, из датчиков на борту датчик ДПГ, трехосный акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещенности и датчик атмосферного давления. Также с боковой части расположили 3 механические кнопки. Верхняя и нижняя отвечают за навигацию по меню и так далее. Кнопка посередине отвечает за переход к тренировкам. В настройках можно устанавливать удержание кнопки, к примеру, на переход к измерению пульса. Переназначать кнопки, к сожалению, нельзя. Кнопки имеют люфт, но в целом сборка хорошая. Летим дальше. Оснащены часы трансфлективным дисплеем на 1,34 дюйма с разрешением 320 на 300 точек. Экран покрыт сапфировым стеклом. Царапины лично у меня на нем не появлялись, что очень даже радует, и по отзывам у людей за несколько месяцев использования тоже все было хорошо с ними. Рамки есть и не маленькие, вдобавок с нижней части экрана картинка обрезается, что, конечно, не радует, но это датчик, что вы хотели. Картинка довольно четкая, но цвета, разумеется, тусклые. Скроллинг плавный, торможение в анимации я не наблюдал. Насчет яркости, я думаю, и так понятно. На солнце напрягать зрение не приходится, в темное время суток яркости более чем достаточно. Яркость шестиступенчатая, автояркость на борту вдобавок, работает она очень хорошо. Всегда включенный экран, тот же Always On дисплей на борту, что для этого дисплея стандартно. Это трансфлективный дисплей, он автоматически всегда работает. Режим не беспокойте, авиарежим на борту. Разблокировать часы можно двойным касанием по экрану. Подсветка при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо. Отключить ее, разумеется, можно. Время подсветки 10 секунд, и изменить, к сожалению, время нельзя и вряд ли будет возможно. Далее, с главного экрана по свайпу сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и справа налево это виджеты. Меню небольшое, и в нем находится погода, плеер, через который можно прослушивать музыку, загруженную прямо на часы. Да-да-да, можно прямо с них слушать, но встроенного динамика нет, как и микрофона, нужно будет подключать беспроводные наушники. Регулировать громкость, как и управлять воспроизведенной музыкой на смартфоне можно, что хорошо. Далее есть будильник, компас, таймер и секундомер с возможностью работать в фоновом режиме. Многозадачность получается на борту. Активность и местоположение. Летим дальше. Процессор установлен двухъядерный с тактовой частотой 1,2 ГГц, древненький, оперативная память минимальна 512 МБ, внутренней памяти 4 ГБ, для использования доступно 2,12 ГБ. Загружать музыку на часы можно через приложение и через USB. Интерфейс доступен на русском языке и перевод очень даже неплохой. Wi-Fi поддерживает 2,4 ГГц, Bluetooth древней версии 4.0. Подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники или колонку можно без проблем. Нагрудный датчик подключить у меня получилось только Polar H10, и в тренировках есть отдельная вкладка для подключения подобных устройств. Оповещение о подключении часов от смартфона есть, и его можно включить в настройках часов. Вибромоторчик тактильно приятный и настраиваемый с 3 режимами. Разбудить может спокойно. Далее, тренировок на борту 17 штук, водные также на борту, такие как плавание в бассейне или водоеме на открытой местности. Плеер во время тренировки недоступен, из навигации на борту двойной модуль GPS плюс GLONASS с низким потреблением. Местоположение определяет до 20 секунд, вдобавок карты строятся хорошо и погрешность в точности максимум 2 метра. Шаги меряют с отклонением до 6 шагов на 100 шагов, опять же, у кого как, у меня иногда они вообще ультра точно считали. Входящие звонки можно только сбросить или включить беззвучный режим. Быстрых ответов на борту нет. Уведомления приходят практически синхронно со смартфоном, отвечать на смс, к сожалению, нельзя, и заготовок для ответов тоже нет. Уведомления можно удалять, смахнув вправо. Смайлики отображаются, как и иконки приложений. Перманентное измерение пульса есть. Показатели, приближенные к реальным, графики отображаются на часах корректно. Сон мониторят отлично, как и фаза сна. Емкость аккумулятора 290 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа, в среднем 100% заряда хватает на 3,5 дня с постоянным их использованием. Если использовать их просто как часы, то заряда хватит на 6 дней. За ночь у меня уходило максимум 2% заряда. За 30-минутную пробежку с GPS отслеживания ходит около 6% заряда. Но опять же, если вы будете подключать Bluetooth устройство, допустим, наушники, и слушать с них музыку параллельно, помимо этого еще и подключите датчик сердечного ритма нагрудный, то будет уходить больше 10%. Корпус имеет водонепроницаемость 5 атмосфер, конечно, я их искупал, и по итогу с ними все в порядке, что и было ожидаемо. Плавать в них можно без проблем, как и принимать душ. Приложение ZEP доступно как на Android, так и на iOS устройствах. Работает оно все так же некорректно, но у меня за время работы и использования весомых проблем и претензий к нему не было. В приложении можно просматривать все результаты мониторинга вашего здоровья и посмотреть тренировки. На главном экране с подключенными часами есть отображение доступной памяти, версии прошивки и заряда аккумулятора в процентах. Также есть магазин циферблатов, которых не особо много, и
свою фотографию установить нельзя, разумеется, хотя в приложении данная вкладка имеется. Далее есть настройка приложений, таких как спорт, погода, будильник и проводник. Настроить виджеты возможности есть, и настроить, от каких именно приложений будут отображать уведомления, тоже есть. Обновить прошивку можно, и обновления приходили. Минусы: нет возможности настроить время подсветки экрана, обрезанная картинка также не радует, нет безеля, но все это нивелируется ценой. Напоминаю, что на 4 PDA есть просто море информации по этим часам. За то время, что они продаются, этой информации стало еще больше. Туда можно загружать карты, по картам, соответственно, ориентироваться. И основная их фишка, да, это возможность подключения наушников, слушать них, это возможность подключения нагрудных датчиков, таких как Polar H7, Polar H10, без проблем они подключаются. Хотя, опять же, всем, кому интересна прям супер беговая тематика, обязательно идите на форумы, там вы узнаете, с какими сервисами на данный момент они работают, потому что ввиду присутствия сегодня санкций, очень многие сервисы просто отрубаются, и их работа со Стравой фактически сейчас невозможна. Во всяком случае, как знаю я. Может быть, опять же, на ФОПДА на момент вашего просмотра появятся какие-то варианты. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Я их купил по той причине, что ценник был нереально лояльный. Можете посмотреть в телеграм-канале скидок. И да, дешевле, чем $100. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале также по ссылке в прикрепленном комментарии. Они вряд ли будут, но учитывая то, как упал курс доллара, мы просто ищем самую низкую цену или самые интересные девайсы, где они еще есть. Потому что, опять же, в Китае была пандемия, и каких-то девайсов просто не хватает. Я не разгоняю ажиотаж, потому что практически все, что я покупаю, мне посылают. Резюмирую. Xiaomi Amazfit Stratos Plus, как по мне, имеют отличные материалы и великолепный внешний вид. Свой функционал они отрабатывают на все 100, свою стоимость на 1000%. Особенно для спортсменов это must-have. Проблем в работе с часами я не обнаружил. Использовать их для тренировок очень даже удобно, даже несмотря на их вес. Я надеялся, что за то время, что их продают, а их продают очень давно, их каким-то волшебным образом еще больше допилили. Нет, это не так. Все то же самое, только стоимость стала в 2,5 раза меньше. За какой ценник покупал я, можете посмотреть в обзоре по ссылке в правом верхнем углу, я о них рассказывал. Если интересно, чтобы я рассказал о других моделях от Amazfit, пишите в комментах, куплю. Ну, BPU Pro за 3000 рублей я купил, и Amazfit X за 5500 тоже. Так что скоро расскажу, что там с прошивками наделали. Девайсу однозначно да. Подписываемся на канал, пишем в комментах, что еще купить для обзора. Добра и удачи вам, дорогие друзья!